Классические бутсы набирают популярность среди звезд. Надеюсь, вы не забыли наш топ старомодных футболистов. Ветераны вроде Бензема хотят вернуться в прошлое, а молодые в эпоху кумиров детства. Но где же любители олдскула достают такие пары, если бренды давно их не выпускают? Сейчас я расскажу историю о двух молодых парнях, которые построили прибыльный бизнес на ретро-моделях, что очень злит мировые бренды. Тема реально интересная, так что усаживайтесь поудобнее. Классическими бутсами звезд снабжают два парня из английского Девоншира. 19-летний Кэм Сангстер и 20-летний Джейк Селф. Ребята находят старые модели, которые уже давно не выпускают, приводят их в отличное состояние и продают с наценкой. Как вы понимаете, бутсы могут быть и ношенными, хотя есть и новые. Все началось как хобби, парням тогда только исполнилось по 16. В наличии была пара сотен фунтов и средства для очистки и восстановления старой обуви. Однажды мы подумали, нам нужны деньги, мы любим футбол и обожаем бутсы. Может, попробуем перепродать ценную пару, вспоминают ребята. Они стали лазить по eBay, пока не нашли подходящий, но слегка потрепанный лот за 100 фунтов. После процедур восстановления парни сфоткали обувь на фоне стены гаража, написали короткое описание и выложили все это дело в Instagram. Первым покупателем стал житель Австралии, который согласился выложить за обувь 170 фунтов. Парни наварили около 70. Но радовались ребята недолго, ведь та пара быстро разорвалась и пришлось клиенту вернуть деньги. Но друзья не остановились. Продажи потихоньку росли. Было в неделю около 2-3 сделок. Клиентами были простые любители, фанаты олдскула, но ребята решили штурмовать профиков. Друзья написали в директ Итану Ампаду, своему ровеснику, который тогда выступал за Челси. Мы дали ему 2 пары бесплатно, попросили выложить фотку бутс в инсту и отметить нас, говорит Джейк. Так о магазинчике узнал Давид Луис и Альваро Мората. Испанец стал первой звездой АПЛ, с которым парни встретились вживую. Мы просто дрожали как на экзамене, вспоминает Джейк. Теперь Мората наш самый главный клиент. Он фанат бутс и кроссовок, у него их около 1000 пар, говорит Кэм. Но самое крутое, Альваро стал вторым трамплином ребят на пути к звездам. Форвард дал просто кучу контактов топов, и дела пошли в гору. Новым клиентам бизнесмены дают первую пару бесплатно или с очень хорошей скидкой в обмен на рекламу в соцсетях или на раздачу визиток в раздевалке команды. 3 года назад мы и представить не могли, что будем сотрудничать с лучшими футболистами планеты. Сегодня мы ежедневно общаемся с ними лично и в Инстаграме, рассказывает Кэм. Однажды меня разбудил телефон. Написал Иван Ракитич. Я подумал, нет, это не может быть правдой. Мы поверили только когда прилетели к нему домой в Испанию. После покупки бутс Ракитич пригласил парней на игру Барсы. Он спросил, как вы доберетесь до Камп Ноу, вспоминает Сангстер. Мы ответили, что собираемся просто вызвать такси. Нет, ребята, садитесь сзади, вы поедете со мной. На подъезде люди кричали «Ракитич, Ракитич!», а мы сидели на пассажирском сидении. Затем мы попали в потрибунное помещение с игроками. Абсолютное сумасшествие. Помимо Ивана, парни работают с кучей звезд, среди которых Хави, Бензема, Абамеянг, Леказет, а также молодые таланты Мейсон Маунт, Жоао Фелиш и Фил Фоден. Несмотря на то, что большинство топовых игроков имеют жирные контракты с техническими спонсорами, ностальгия порой перевешивает любые соглашения. Например, Карим Бензема по условиям договора с Адиком каждый раз получает штраф за то, что выходит не в тех бутсах, который только что выпустил бренд. Ведь рекламировать новинку – основная задача амбассадора. Но это не помешало ему носить классический F50 в последнее время. Те же ребята, которые не рискуют нарушить соглашение, с удовольствием и тренируются в старых моделях. Когда я готовил материал про бутсы игроков Арсенала, я просто устал изучать все модели Абамеянга, у которого ретро регулярно проскакивают среди новинок. Бутсы форвард меняет чуть ли не каждую тренинг. Больше всего футболисты охотятся за классическими линейками конца 90-х и начала нулевых. Adidas Predator, Nike Mercurial, CTR 360. Хави купил у нас 5 пар предаторов, он носил только одну, а остальные оставил на память. Как напоминание о финалах чемпионата мира и Лиги чемпионов, рассказывает Джейк. Серж Арье недавно отдал 500 фунтов за одну из ретро-моделей. На самом деле мы делаем больше, чем просто чистим старые бутсы, добавил Кэм. Некоторые образцы очень трудно найти, поэтому они особенно популярны среди коллекционеров. Ребята ни в какую не признаются, где они сами достают редкие модели. Мы не можем сказать, это наша коммерческая тайна. Теперь они хотят добраться до суперзвезд. Роналду, Месси, Неймара. Но сделать это непросто. Мы попросили одного игрока ПСЖ порекомендовать нас Нею Мбаппе, говорит Кэм.
Он сделал это, и оба были в восторге. Но футболисты были не готовы нарушить соглашение с Nike. Еще мы говорили с приятелем Хави, который раньше работал в Adidas. Он сказал: в компании знают, кто вы и чем занимаетесь, и им это не нравится. Но Кэм и Джейк не собираются останавливаться. Недавно Facebook напомнил мне пост 10-летней давности, рассказывает Кэм. Я написал: не могу дождаться, чтобы пойти посмотреть, как играет мой кумир Джек Уилшер. В тот же день, когда увидел это напоминание, я шел в гости к Уилшеру, чтобы передать ему наши бутсы. Из кумира детства он превратился в постоянного покупателя. Бизнес молодых парней растет с каждым днем. Так Джейк сразу сосредоточился только на собственном магазине. А Кэм долгое время совмещал прибыльные хобби с игрой в футбол. Сангстер выступал за Плимут Аргайл в Лиге 2. Но осенью 19-го парень решил завершить карьеру и посвятить себя бизнесу. Мечта ребят — переехать в Лондон и открыть большой магазин. Я изучил их ассортимент в Инстаграме и на сайте. Делал это с огромным удовольствием, ведь я просто обожаю олдскул. И вот топ-3 моделей, которые мне зашли. Первый — Nike T90 Lacer 2007 года выпуска в белом цвете. В них играл Уэйн Руни. Ценник бутс 330 фунтов, это около 27 тысяч рублей. Вторые — Adidas Predator Pulse за 270 фунтов, что примерно 23 тысячи. Идеальное сочетание красного и черного цветов. И третий — Nike CTR 360 Maestri 1 за те же 330 фунтов. В таких бегали Иньеста и Фабригас. Самая дорогая пара в ассортименте ребят стоит на рубли примерно 50 тысяч, 600 фунтов. Но думаю, для профессионалов это не такая большая сумма, чтобы порадовать себя и поностальгировать. А самый бюджетный вариант всего, если так можно сказать, 100 фунтов, в районе 8,5 тысяч. Возможно, вы задались вопросом, является ли главный олдскульщик футбола Тони Кросс клиентом этих ребят. Отвечу: нет. Немцу по-прежнему Адик изготавливает классические бутсы с кастомизированной подошвой. Почему такое внимание к полузащитнику от экипировщика? Скорее всего, из-за статуса игрока и по причине особого отношения Адика к Баварии, где Тони и стал носить свои любимые 11 Pro Adi Pure. Пишите, какую модель из прошлого вы бы хотели себе. Есть ли бутсы, о которых вы вспоминаете? Мне будет интересно узнать, какая модель самая легендарная для наших подписчиков. Я вот тащусь по серии Total 90. Под этим видосом я постараюсь ответить на каждый интересный коммент, поэтому давайте пообщаемся. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И колокольчик поставить не забудьте. Посмотрите наши прошлые видосы. Здесь эксклюзивный топ про 7 самых старомодных футболистов. Здесь история силуэта Adidas Predator и первый взгляд на самые хищные бутсы 2020 года. А здесь зацените историю компании Puma. Я Юр Русанов, Мяч Лаб. Пока.